Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу вам представить на обзоре еще один нож из Китая. Нож весьма интересный. Сделан он производителем Pegassi. Называется он Паук. Здесь вот паутинка такая нарисована. Ну такой чисто китайский дизайн, на мой взгляд. Длина лезвия у него 9,8 сантиметра. Толщина лезвия 2 миллиметра, чтобы не подпадал он под холодное оружие по нашему законодательству. Вот. Весит он 130 грамм. Такой весьма интересный ножик. Нож этот автоматический, выкидной. Я заказал два ножа, вот сейчас второй пришел, чтобы за грибами ходить. Первый нож это был нож Blake Sable. Ну, кстати, он мне больше нравится, чем второй. Он какой-то такой подлинней. И если Blake Sable можно открывать как одной, так и двумя руками, то этот нож уже только с кнопочки открывается. На Blake Sable у меня есть обзор. Ну вот можете увидеть разницу. Вот Blake Sable такой клинок. Ну, хороший клинок, им и строгать можно, и грибы резать. Этот нож, клиночек потоньше. Но опять же для леса вполне подойдет. По длине клинка, на самом деле они примерно одинаковые будут. То есть тут разница небольшая. В сложенном же состоянии этот намного симпатичней, чем Pegassi, но каждому свое, опять же. Здесь есть также возможность прикрепить шнурок или цепочку к этому ножу, чтобы его не потерять. Но, блин, внешне он выглядит, как будто у него просто лезвие отломано, вот если так судить. Не знаю, как-то не очень. У этого ножа есть клипса, достаточно неплохая. Очень жесткая для ношения на ремне. Сделан он весь из металла. И рукоятки, и сам ножик. Открывается он нажатием на кнопку. Закрывается он также. Нажимаете на кнопку и просто складываете. В обратную сторону никакой пружины нет. Руку себе случайно не отрежете. Вот пружина взвелась, когда вы его сложили. Так пощелкать можно. Заточка острая. Даже чересчур, я бы сказал. Люфтов нет никаких. Все четко, хорошо сделано в этом отношении. Рукоять, ну не знаю, так себе. В принципе, удобно держать. Но опять же, по сравнению вот с этим ножиком, с первым, день и ночь. Этот прям не хочется из рук выпускать. Очень приятный. Но здесь, видите, вот так вот складывать его надо. Здесь лайнер-лок. То есть нажимаете на него и складываете. Здесь же кнопочкой складываете. В этом плане немножко поудобнее. В плане складывания ножа. Сталь самого клинка, марка стали 7HR18MOV. Если что-то это кому-то говорит, то вот такая марка стали. Я еще скриншот сделаю. В принципе, на телефоне вам покажу его характеристики. Стоимость ножа Pegassi около $5.
Этот нож стоил около $4. Опять же, ребят, берите этот. Мне он больше понравился. Предохранитель. Единственное, что есть от случайного открывания его. Он так. Вот я его включил. То есть он случайно не открывается, но чуть-чуть все-таки вылазит. Видите? Но в таком положении откроется сразу. На Black Sable я никакого предохранителя не вижу. Но его и случайно открыть намного сложнее, потому что для этого надо вот на эту штучку нажать. Кнопка-то может в кармане случайно нажаться, вот чтобы этот взвести, это надо постараться. Заказал их два, потому что в комментариях у продавцов из России видел, что ножи задерживаются на таможне, не доходят. Ну а поскольку они стоят чуть дороже 300 рублей, ну, заказал на всякий случай два. Решил, что один-то из двух точно дойдет. Но вот оба пришли. На удивление. Кстати, оба ножа доставлялись с деком. Может, поэтому проблем не возникло. Китайцы тоже научились, как ножи в Россию присылать. Хотя они под холодное оружие не подходят по своим параметрам, но тем не менее вполне могли быть задержаны. Не обязательно на российской таможне, а на таможне других европейских стран, у которых свои законы, что считать холодным оружием, что нет. Так как они все-таки автоматически оба открываются, то могли подпасть под эти параметры в европейских странах. Ну что, может быть, кому-то будет полезно. Помог в выборе неплохого, в общем-то, китайского ножа с одноруким открыванием. Пишите ваше мнение, вообще стоит ли связываться с китайскими ножами или нет. Потому что ножи европейских производителей вот такого же плана, может быть, они, конечно, чуть покачественней, стоят около 5000 рублей, 10 тысяч рублей. Но эти 300 рублей разница очевидна. Все, всем пока, удачи. Рад вас видеть в числе своих подписчиков.